Приветствуем вас в здравии и в прекрасном расположении духа. Вы на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Поэтому улыбнитесь, вооружитесь ручкой и тетрадкой. И в солнечном настроении сегодня рассмотрим тему выращивания баклажанов в 2022 году. Тема очень интересная и важная, ведь трудно представить себе огород, а тем более теплицу, без растений этого овоща. Наше знакомство с баклажанами состоялось давным-давно, еще в детстве. У родителей на огороде всегда были посажены несколько десятков растений синеньких. И наша задача с Александром состояла в том, чтобы каждый день собирать колорадских жуков и поливать баклажаны в жаркие дни. Ну и когда мы самостоятельно стали вести свое домашнее хозяйство, уже строили свой дом, то в первые годы мы не высаживали рассаду баклажанов. Мы работали, после работы занимались строительными работами, строили свой дом. Нужны были уход за птицей, за животными. Выращивали, конечно, картофель, помидоры, огурцы и перец. А вот баклажаны боялись высаживать. Наши воспоминания детства сдерживали порыв выращивания синеньких самостоятельно. И вот, когда появилась продажа агроволокно, мы решились на посадку баклажанов. Тогда на рынке семян был давно известный алмаз. Вот его мы и высадили. В июне, июле и августе набрасывали на грядочку с баклажанами агроволокно. Но иногда вредители все-таки забирались на кусты, но мы их все равно активно собирали. И к концу августа мы говорили себе в сердцах, что в следующем году уже не будем выращивать синие. Но снова повторялся май, мы покупали рассаду алмаза и высаживали растения. И так было до тех пор, пока мы не купили биоинсектицид Скарада М. Великолепный биопрепарат. Наши растения стали чистыми от вредителей, причем не только от колорадского жука, но и от других вредителей. Больше баклажаны не одолевали тля, совка и тот же жук. Лет 20 назад мы построили теплицы и решили выращивать баклажаны и в теплице. В то время частным образом удалось купить семена голландских баклажанов Epic F1. Это фирма Сименис. Здесь же посадили несколько растений алмаза. И когда увидели, как растут и формируют плоды на баклажанах, мы решили, что алмаз не для нас, потому что Эпик это вырастали целые настоящие кусты, деревья, и очень много плодов было. Кроме высокоурожайности, голландские баклажаны увлекли особым ароматным вкусом. Мякоть белая, однородная, почти не было семян. Но самое главное, что они не были горькими. Они даже при перезревании оказались сладкими, что не скажешь вот об этом нам давно известном алмазе. Затем мы выращивали и другие гибриды других семеноводческих фирм. Это были и Гавриш, и Клосс, и Нюменс. Несколько лет подряд выращивали баклажаны Фабина французской фирмы Клосс, а также Валентина, тоже фирма Сименис. Валентина вот последние годы, это такие красивые длинные плоды, удобно их готовить на гриле, красиво, вкусно. И вот покупаю всегда семена заранее, до Нового года. Но вот сейчас Валентины пока не нашли. И я купила семена самого первого иностранца, который поселился в нашей теплице. Это Epic F1 компании Сименис. И опять в нашей теплице будут расти растения, деревья баклажанов. Они растут мощными, они устойчивы к вирусу мозаики, наиболее приспособлены к сложным климатическим условиям. Это очень важная информация, очень важно, что вот эти баклажаны готовы к тем вот различным перепадам, климатическим температурам, вот этим качелям, и нормально вот эти условия переживают.
Ну вот, после такой предыстории в 30 лет мы подошли к нынешней климатической обстановке, которая резко изменилась последние пару лет. Эпоха рыб практически уже завершилась. Теплая почва в марте в теплицах больше уже не теплая. Даже в теплицах, когда в солнечные дни уже в апреле бывает плюс 25, плюс 30 градусов, почва на глубине 30 сантиметров холодная. Она составляет плюс 13, плюс 15 градусов. И только к концу апреля, а вот в этом 2021 году в пленочной теплице, где мы выращиваем постоянно баклажаны, почва прогрелась до плюс 18, плюс 20 только к 9 мая. Новая эпоха Водолея вносит серьезные коррективы в возделывании баклажанов. Климат будет продолжать испытывать огородников, дачников и даже тепличников. Ведь и в теплицах уже рано не высадишь рассаду, если нет отопления. Прежде чем принимать решение о посеве семян баклажанов на рассаду, мы изучаем всегда климатические условия предстоящего года. 2022 год обрадовал тем, что тенденция долгого холода в мае-июне, что было в 2020 и 2021 годах, она меняется, и причем в хорошую сторону. Хотя холодный Сатурн будет весь год в холодном и ветреном Водолее по-прежнему, зато Юпитер наконец-то выберется из холодного и сухого Водолея в более комфортные зоны. Вот смотрите, с 1 января и до 11 мая он будет во влажных рыбах. Воды в первой половине года будет очень много, а вот с 11 мая Юпитер перейдет в знак Овен, и там будет до 28 октября. Теплый с 25 мая, теплоту обещает с 25 мая и Марс, находясь здесь также в знаке Овен до 5 июля. Венера также подарит тепло со 2 мая и до 28 мая в Овне. Получается, что в теплице можно будет высаживать рассаду баклажанов уже в конце апреля, ну, в крайнем случае, в первых числах мая. И это очень радует. Поэтому мы уже изучаем даты посева семян баклажанов в феврале. В январе наши агрогороскопы для посева семян баклажанов в феврале будут готовы полностью, и мы разместим их на нашем канале, чтобы и вы, уважаемые зрители, смогли выбрать для себя самые лучшие дни и часы для посева. На рассаду, естественно. Если вы, уважаемые зрители, еще не подписались на наш канал, сейчас самое отличное время подписаться. Также делитесь, пожалуйста, все, кто смотрит, кто уже с нами работает несколько лет, делитесь нашими видео с дорогими для вас родными и близкими людьми, которым вы желаете добра и благополучия. Пусть у них тоже все получается хорошо. Ну, а чтобы оплатить наш труд, вам не надо присылать деньги. Просто поставьте лайк, комментируйте видео и задавайте вопросы. А сейчас продолжим тему выращивания баклажанов в 2022 году. Уже много лет выращиваем баклажаны в пленочной теплице. Высаживаем всего 13-15 растений, причем растений рассадных. И вот эти высокоурожайные баклажаны успешно нас обеспечивают витаминами и вкусными плодами без горечи весь сезон до холодов. В теплицу почву готовим с осени, вернее, после уборки урожая мы начинаем сразу подготовку почвы. Вот и в 2021 году закопали солому в почву, обработав ее раствором с триходермином. Это очень важно. Ну а через неделю посеяли семена фацелии. Собственные уже семена фацелии у нас в саду она росла. Ускоренный севооборот всегда используем на грядках и в теплицах из-за того, что нет возможности соблюдать севооборот на нескольких сотках огорода. Поэтому постоянно растут у нас одни и те же овощи на одном месте. Но следим всегда за тем, чтобы вот ускорить севооборот и улучшить структуру земли, улучшить плодородие.
И всегда следим, чтобы почва на глубине 30-35 сантиметров была хорошо удобрена органикой, сидератами, кухонными остатками и в этом году соломой. Ведь у корней баклажанов мочковатая мощная система, и она формируется на наших суглинках, а у нас суглинки, а в некоторых местах и сразу же глина. И вот на наших суглинках на глубине до 35 сантиметров. У баклажанов мощная корневая система, конечно, если ее сформируешь в хорошей почве. И ее мы формируем плодородным грунтом и органическими удобрениями, которые добавляем в почву во время посадки рассады баклажанов. Это настоящий букет органики из ветаптеки или из ветеринарного магазина для животных. Смешиваем 1 килограмм рыбной муки, 1 килограмм мяса костной муки и 1 килограмм кормовых дрожжей. И по пол-литровой баночке рассыпаем в районе обитания будущих корней на земле. Здесь столько же рассыпаем специального удобрения курник и слегка перекапываем почву, чтобы удобрения попали на глубину обитания корней. И только после этого высаживаем рассаду, причем в заранее увлажненную землю. Обязательно заранее увлажняем землю. При посадке не поливаем рассаду. А где-то уже через 3-5 дней растения баклажанов поливаем теплым молочным раствором. На 10 литров добавляем 250-300 мл свежего молока. В апреле, как раз в мае, молока на рынке очень много, и оно достаточно дешевое. Вот этот полив из теплой воды, причем температура воды должна составлять равняться температуре воздуха теплицы. И вот с молочком вот это все поливаем как можно дальше от самого растения, что позволяет баклажану искать вкуснятинку, он наращивает мощную корневую систему. А мощная корневая система сумеет выкормить высокий урожай плодов. Затем в период цветения и плодоношения проводим 2 раза в месяц внекорневые подкормки снова же органическими жидкими удобрениями. В начале это у нас фосфор, далее обязательный калий, магний. Эти элементы питания очень важны для дальнейшего роста и плодообразования баклажанов. Также в момент резкого перехода, вот обратите особое внимание вот на эту подсказку еще. Так вот, в момент резкого перехода из благоприятного майского и июньского периода в знойную, сильно знойную жару баклажаны подкармливаем кальцием. Кальций в это время нужен абсолютно всем овощным растениям, чтобы цветочки превращались в плодики и плоды набирали вес и форму. Кальцием обрабатывали в 2021 году все овощные растения трижды. Выбираем благоприятные дни из наших агрогороскопов и в позднее время обрабатываем баклажаны растения с жидким кальцием органическим. Для тех, кто не может приобрести точно такое же удобрение, вы можете заранее купить в магазинах, это сейчас доступно, в пакетике находится, и засыпьте себе в банку или в бутыль какой-нибудь килограмм кальциевой селитры. Этого удобрения вам хватит на все 3 обработки на протяжении короткого жаркого лета. Ведь для приготовления раствора на 10 литров воды нужно всего от 10 до 15 граммов кальциевой селитры. Ну и всегда под подкормку по листьям заранее поливаем, причем основательно все растения баклажанов. Им нравится много воды. Александр Федорович им дает много воды, медленно она поливается из шланга. Воду, естественно, нагреваем на солнце в емкостях и в вечернее время попозже поливаем. И сразу же после полива проливаю всю площадь теплицы из лейки раствором триходермина. Вот это себе где-то запишите, вот это очень важно. Ведь вот этот момент очень важен. И обратите особое внимание на него. Из-за того, что в почве всегда имеются споры грибковых заболеваний, то при поливе летом очень часто растения баклажанов заболевают фузариозным увяданием.
Красивые растения, и вдруг листья вянут, желтеют, опадают, и растение потихонечку может даже погибнуть. И весь труд с выращиванием рассады с февраля идет на смарку. Как-то мы даже имели такой опыт, потеряли половину растений баклажанов в июле. Поэтому с тех пор мы используем триходермин. Раствор триходермина, трихофит или порошковый триходермин. Приобретайте его заранее. Сейчас он есть в порошке в магазинах. Смотрите, чтобы он был свежим. На упаковке есть даты приготовления и срок годности. Обращайте внимание на эти моменты. Раз в месяц проливайте после полива всю почву. И раз в месяц опрыскивайте растения с ног до головы раствором с триходермином. И, естественно, увеличиваете количество жидкого трихофита для приготовления раствора и опрыскивания по растениям в жаркое время до 500 мл. Один раз, это для всей теплицы, нам хватает буквально этого раствора до 5 литров. Так что 2 теплицы заправили одну на 10 литров, опрыскиватель полностью, и обработали все растения. Для полива почвы достаточно использовать всего 300 мл трихофита. У нас в таком виде тоже продается летом триходермин. А нынче купила порошковый триходермин. Буду теперь и его использовать. Если вдруг весной рано нужно будет такую операцию провести, естественно, буду порошковый использовать. Уже слышу замечания некоторых зрителей, что мы упустили очень важные технологические периоды в выращивании баклажанов. Так что сейчас приступим к исправлению положения. Вернемся к посевам семян на рассаду в феврале. Так как хотим с помощью нескольких перевалок рассады вырастить растения с мощной корневой системой, то посев проведем в феврале. Наши высокоурожайные растения Эпика F1 посеем торфяные таблетки, чтобы почти месяц удерживать рассаду в начальной стадии развития в этих таблеточках. Выбрали торфяные таблеточки в диаметре 3,5 см. Это они сейчас сухие такие. При намачивании таблетки чуть увеличатся в ширине и на несколько сантиметров вырастут, до 4 сантиметров вырастут в высоту. Это очень удобный способ для экономии места в доме и для выноса рассады на прогулку в теплицу в солнечные теплые дни. Мы всегда это делаем. А теперь о температуре для выращивания рассады баклажанов. Температура воздуха должна быть от 25 до 30 градусов. И температура почвы должна быть точно такой же. Поэтому для получения всходов не используйте подоконники. Загубите рассаду на корню. Посевы, вернее емкости с таблеточками, где посеяли семена, нужно после посева укрывать пищевой пленкой или стеклом и ежедневно на 30-50 секунд открывать для того, чтобы семена получили дыхание и не задохнулись. Семена заглубляя в таблетки на глубину буквально полсантиметра. Когда начнут проклевываться семена и появятся нежные росточки, температуру уменьшаем, вынося их на веранду, где температура воздуха составляет от 15-16 до 19 градусов. Иногда температура и больше, но не намного, всего на пару градусов. Если оставлять всходы при высокой температуре, то растения баклажана вытянутся. А если их часто еще и поливать, да еще холодной водой, черная ножка уничтожит все всходы. Да, чуть не забыла, это тоже очень важно. При подготовке почвы, а также при замачивании торфяных таблеток используйте раствор триходермина. Если не нашли до этого времени триходермин, пролейте таблетки грунтом, пролейте таблетки и этот грунт, почвогрунт, который вы будете потом выращивать, или нету таблеток, будете почвогрунт готовить, пролейте светлым раствором марганцовки. Это очень важно. Анализируя ваши сообщения в период выращивания рассады баклажанов, уже пару лет все допускают одну и ту же ошибку.
удерживают после всхода высокую температуру и часто поливают. Напоминаю, что баклажаны не любят частые поливы. Лучше реже, но основательно проведите влагозарядку почвы-грунта. Ну или таблеточку. Естественно, почва-грунт, в которой будете выращивать рассаду, на всех этапах заранее заселите триходермой. Уже вот даже сейчас подготовленный грунт пролейте раствором с триходермином. Я уже это сделала. Вот это самое лучшее решение подготовки здорового грунта для рассады. У вас, уважаемые зрители, есть еще время подготовиться к посеву в феврале. Изучите наличие семян в магазинах, там, где вы покупаете рассаду. А в интернете изучайте их характеристики, причем тщательно из разных источников. Выбирайте те сорта или гибриды, которые имеют устойчивость против некоторых грибковых заболеваний. И готовьте грунт, разные горшочки для перевалки рассады, и не увлекайтесь подкормками рассады. Подкормки нужны будут уже в грунте, где будет расти наша рассада. А в почвогрунт из дерновой земли и кокосового субстрата достаточно здесь питательных веществ для выращивания полноценной рассады. Мы используем для приготовления почвогрунта дерновую землю 70% и 30% кокосового субстрата. И очень хороший результат получаем. Вот еще нашла несколько сообщений, где начинающие огородники жалуются, что рассада не растет. Одни использовали кислый торф, другие держали рассаду на холодных подоконниках. Я, когда получаю сообщение, задаю вопросы. Оказалось, кислый торф. Вы должны помнить, что pH для выращивания баклажанов должна составлять от 6,5 до 7 единиц. Другими словами, грунт должен иметь нейтральную кислотность. При кислом почвогрунте всходы появляются, затем бледнеют, желтеют и погибают. Ну и о холодных подоконниках. Корни баклажанов должны располагаться в грунте с температурой воздуха и не меньше. Это очень важно. При таких условиях рассада, если вы на подоконник холодный устанавливаете плошку с вашей рассадой или емкость, они словно стоят на месте. Ну а при поливах начинают болеть корневыми гнилями. А сейчас вновь вернемся к лету 2022 года. Уже просто ощущение такое, что вот скоро весна и скоро это лето будет, мы уже там находимся. Это лето будет жарким, а значит, нужно позаботиться о том, чтобы защитить растения от вредителей. В жаркую погоду интенсивно развиваются паутяные клещи, белокрылка, в августе совки, и всегда весь сезон ждут вредители, эти же колорадские жуки, а также в последние годы просто засилье клопов-черепашек. Запаситесь весной свежими биопрепаратами, биоинсектицидами. В жаркую погоду поздно вечером после захода солнца всегда опрыскиваем растения от вредителей. Когда идет массовый лет вредителей, то можно и увеличить количество биопрепаратов, и даже нужно. И вредители погибнут, в день-два они погибнут. И, естественно, какой-то период еще будут жить на листочках растений и будут далее следить за тем, чтобы вредители не уничтожали ваши баклажаны. Ну и в это время вы получаете экологически чистые плоды. И самое главное, воздух, земля, почвенные воды не будут травиться химическими препаратами, которые бесполезны для вредителей при высоких температурах, а именно при температуре плюс 30 и выше. Они, конечно, не вредны для вредителей, эти химикаты, но для растений, для почвы, а также для воды и для человека вот эти формулы этих препаратов при быстром распаде в жаркое время вредны для окружающей среды. Итак, основные моменты возделывания баклажанов в 2022 году мы рассмотрели. Если есть вопросы, задавайте. Понравилось вам это видео? Если да, то, естественно, напишите комментарий.
А также те, кто не подписался, подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересной и важной информации по разным отраслям нашей жизни на Земле. И выходят наши видео каждое утро. Ну а в сезон мы будем выходить и больше в эфир для того, чтобы можно было очень быстро реагировать на изменяющиеся какие-то события и для того, чтобы решить какие-то важные задачи. Авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик подготовили это видео после анализа ваших сообщений и вопросов за 2021 год. А сейчас прощаемся с вами до следующего видео. Душевного вам равновесия, крепкого здоровья, солнечного настроения вам каждый день в вашей жизни. Пока-пока.